Друзья, всем привет! Как-то купили в магазине капусту, а она оказалась очень жесткой. Стала думать, что с ней сделать, и на ум пришел этот интересный способ. Я подумала, ведь готовят мясо по-французски, так почему бы не сделать по этому принципу капусту? Получилось вкусно, советую приготовить. Капусту порезать поперек крупными кусками, примерно вот так вот, 3 сантиметра, 2,5 толщиной. Отрезанные большие пластины переложить в кастрюлю. Вот такие они получились у меня, где-то по 2 сантиметра толщиной, и залить кипятком. Мы помним, что капуста у нас жесткая. Сейчас мы ее зальем кипятком, она постоит в нем и станет помягче. Накрыть крышкой и оставить минут на 7. Пока капуста будет настаиваться, подготовим овощи. Лук порежем такими перышками небольшими. Болгарский перец также нарежем перышками. Можно их порезать еще пополам. Помидоры порезать кружочками. Морковь потереть такой длинной тонкой соломкой. Для этого хорошо подходит терка для приготовления корейских салатов. Томатную пасту смешать со сметаной. В качестве соуса можно использовать только один томатный соус и без сметаны. Можно использовать также кетчуп с майонезом. Любой соус, чтобы капуста не была сухой. С капусты слить воду и положить на противень, застеленный фольгой. 3 кусочка я положила целиком и 1 кусочек порезала на 2 половинки. Посолить, присыпать перцем. И очень вкусно получается, если добавить смесь прованских трав. Каждый кусочек промазать соусом. Поверх соуса разложить овощи. Закрыть фольгой. Плотно стараться фольгу не прижимать, чтобы образовать такой небольшой, как типа домика. Чтобы фольга лучше держалась, можно сколоть ее зубочистками. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 50 минут. Осталось примерно 10 минут до того момента, когда мы достанем противень из духовки. Сейчас подготовим сыр. Его нужно натереть на терке, на крупной. В сыр насыпать немножко смеси прованских трав и добавить яйцо. Перемешать. 50 минут прошло. Аккуратно открываем фольгу, чтобы не обжечься. И проверяем готовность капусты зубочисткой. Если зубочистка хорошо проходит, значит капуста готова. Если она будет жестковатая, то подержите еще в фольге минут 10. Выкладываем сверху сыр с яйцом. Распределяем его ровно по всей поверхности. И распределяем таким образом, чтобы хватило на все кусочки. Снова ставим противень в духовку. Уже фольгой не накрываем и запекаем сыр, чтобы он покрылся корочкой. Еще 10-15 минут. Итак, капуста по-французски у нас готова. Посыпаем ее перцем и подаем к столу. Благодаря соусу и овощам жесткая капуста стала более сочной. Само блюдо получилось вполне самодостаточным, сытным и питательным. К нему не нужно никаких мясных добавок, а вот овощной салат не помешает. Готовьте, пробуйте и пишите в комментариях, понравилась ли вам капуста по-французски. Будем рады также лайку от вас и подписке. А я сегодня с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.